Приветствую вас, дорогие рукодельницы! В данном видео пойдет речь о том, как я выполняла расчеты для вязания данного изделия. Я вам покажу на примере этого изделия и также поясню, как выполнять вам расчеты петель для такого изделия на любой возраст и любой размер. Для вязания любого изделия нам необходимо размеры готового изделия, которые должны у нас получиться. Выкройка. Второе – образец. И третье – расчеты. Теперь по каждому из пунктов. Первое – это выкройка. Выкройка для данного изделия очень простая. Деталь переда, деталь спинки. Размеры ширина, высота одинаково. Разница только в высоте выреза горловины. Это перед, здесь глубина больше, а на детали спинки вырез горловины меньше. Здесь у меня указан возраст 3, 6, 12, 1,5 года, 2 года и, соответственно, размеры на 1, на 2, на 3, на 4 и на 5 из возрастов. Все здесь подписано. Для деталей переда и также для деталей спинки. Для вязания такого изделия на большие размеры, что вам необходимо знать? Ширина изделия, высота изделия. Первая ширина. Измеряем объем груди. Опять же измеряем, вот смотрите, в данном случае у меня объем 17 сантиметров. Это объем. Но данное изделие одевается не на голое тело, а на кофточку, водолазочку, и, соответственно, свобода движения должна быть. Добавляете к объему груди плюс 5-6 сантиметров. Все зависит от размера. В принципе, можете взять готовое изделие, кофту толстенькую, свитерочек какой-то и измерить по нему. Либо общий объем плюс свобода движения делим на 2, либо по готовому изделию измеряем, сколько ширина детали. Детали переда и детали спинки. Деталь переда ширина равняется ширине спинки. В сумме это и есть обхват груди плюс несколько сантиметров на свободу движения. При этом на что обращаю ваше внимание? Деталь переда и спинки, и затем здесь еще вяжется планка. В данном случае у меня высота планки 8 рядов, а ширина около 3 сантиметров. И эти 3 сантиметра, они также добавляются на свободу. Это обязательно учитывайте. Ширину получили, узнаем длину. Также при помощи сантиметровой ленты, либо по готовому изделию, либо от плечика. И смотрите, измеряете, до какой длины вам необходимо делать изделие. Также измеряете и записываете. Также, что вам нужно знать, это ширина и глубина выреза горловины. Либо выворачиваете готовое изделие и смотрите по нему, либо смотрите в интернете под ваш размер, примерно выкройки свитеров, кофточек. И в данном случае вот они, плечевые швы. От одного шва до другого измеряю таким образом. Вот они 11 сантиметров. И по выкройке у меня как раз и было запланировано 11 сантиметров. Глубина. Глубина – это то расстояние от низа изделия, на какой высоте начинаются закрываться петли. То есть также либо по готовому изделию, либо смотрите в интернете. Вот примерно кладете сантиметровую ленту и от низа 20 сантиметров, затем закрытие петель. И вот у меня деталь переда 20 сантиметров. После того, как составили выкройку, переходим к вязанию образца. Обязательно образец
вяжем той же пряжей и теми же спицами, что и будет выполняться основная часть вязания изделия. И что я вам всегда рекомендую: вяжем образец, закрываем петли, увлажняем и сушим его. Это делается для того, чтобы узнать, как будет себя вести готовое изделие после стирки. И после этого переходим уже к расчету петель. Итак, третий шаг – это расчеты петель и рядов. На что сразу хочу обратить ваше внимание: мой образец после увлажнения в высоту не изменился, поэтому я не выполняла расчеты рядов. Если вам это необходимо сделать, можете по образцу измерить в 10 сантиметрах количество рядов, пишите 10 сантиметров, столько-то рядов. И, допустим, вам необходимо узнать эту высоту. У вас размер этот есть, размер подставляете сюда, и сколько здесь необходимо связать рядов. Ряды неизвестно. Это умножаем сантиметры на эти ряды и делим на 10 сантиметров изначально подставленных. И получим то количество рядов, которое придется на это расстояние. И затем здесь также выполняете. Итак, сколько петель необходимо набирать для вязания данной детали в ширину? У меня здесь ширина 24 сантиметра, у вас может быть другая. Что я делаю первым делом? Провожу линию, пишу 24 сантиметра ширина. Затем задаю себе вопрос: на детали сколько будет располагаться жгутов и в какой последовательности? Что я делаю? Вот он, образец. Первым делом я узнаю ширину 8 петель этого жгута и плюс 2 изнаночные петли для того, чтобы между этими жгутами они были. И смотрите, измеряю 8 лицевых петель и 2 изнаночные. У меня получается 5 сантиметров. Вот она, первая лицевая и 2 изнаночные здесь петли. Я записываю 1 жгут и 2 изнаночные петли, 8 лицевых, 2 изнаночные, это 5 сантиметров. Для вязания этого изделия следует набирать здесь нечетное количество жгутов, то есть 3 либо 5. Почему так? Потому что, вот смотрите, перемещение петель в первом и в третьем, затем во втором и чередование. Я здесь изображаю 3 жгута будет, 5 сантиметров умножить на 3 получается 15 сантиметров. Это 3 жгута. 24 сантиметра минус центральные жгуты остается 9 сантиметров. Делю на 2, потому что на 2 стороны. Получается по 4,5 сантиметра здесь какой-то узор. Итак, какой же здесь будет узор? Также беру образец и по образцу. Центральная часть у меня заканчивается 8 лицевых петель. Кладу линейку и измеряю, сколько здесь будет 4,5 сантиметра. Вот они, 4,5. И какие петли здесь вяжутся. 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 4 лицевые петли жгута и 2 изнаночные петли в 4,5 сантиметров. Это я, вот смотрите, вот выписала 4,5 сантиметра и то, что я сейчас проговорила. Если у вас это расстояние больше, вы можете это добавлять, вязать дважды, либо добавлять 4 лицевые и 2 изнаночные петли, ну, чтобы была коса и между косами по 2 изнаночные петли. Также измеряете и добавляете.
либо просто добавляете изнаночную гладь. Можете дополнительно образец провязать и измерить, сколько петель будет на такое-то количество сантиметров. После того, как измерите эти расстояния и запланируете, как вы будете вязать, обязательно распишите. Прямо по петлям. Столько изнаночных, столько лицевых. И подписывайте. Обязательно в конце кромочная петля. И потом полностью расписываю. Одна коса, 8 лицевых, 2 изнаночные, вторая коса, 8 лицевых, 2 изнаночные, третья коса, 8 лицевых, 2 изнаночные. И смотрите, на что обращаю ваше внимание. Здесь я расписывала от лицевых начиная, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. А эта часть расписывается симметрично. Но смотрите, вот они, 8 лицевых, 8 лицевых. Тут я добавила 2 изнаночные. Вот они. И затем симметрично пишу. 1 лицевая, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные. Обязательно эта часть выполняется симметрично. И также добавляется кромочная петля в начале и в конце ряда. Количество петель считаю. Общее количество петель на это расстояние нам известно. И после чего, в принципе, уже приступаю к вязанию данного изделия. Обращаю ваше внимание, что ширину горловины, количество петель, какое необходимо здесь закрыть, как закрыть, я это сразу не делаю, а делаю именно в процессе вязания. После того, как деталь связана на какую-то высоту, здесь гораздо проще определить эти петли. И, собственно, расчеты у нас выполнены. Приступаем к вязанию данного изделия.